Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы продолжаем тему ног, и хочется заострить внимание на одноименном и разноименном шаге и ударе. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Чем хороша одноименная система? То есть это то, когда ты, например, вот с левой ноги начинаешь движение и левой рукой бьешь. Вот она. Раз. 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 Можно делать выпад. Можно делать шаг. Раз. 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 Ну, попробуй. Сначала выпад сделай, потому что у тебя вторая нога подтягивается. Во. Нога коснулась, рука выстрелила. Зафиксируйся. Молодец. Во. Хорошо. Пошел быстро. Раз. Раз. Во. Задняя нога толкает. Во. Молодец. Слева, видишь, шагает. Хорошо. Хорошо. Теперь смотри. Вот очень хитрое движение. Вот делаешь с левой, тебя вытягивает в линию. Как ударить правой? То есть у тебя очень, получается, линия ног одинакова. То есть и очень сложно, и очень долго выносить правую руку. То есть даже, если ты очень быстрый, это очень сложно сделать. Очень сложно тянуть ее за собой. Раз, очень сложно. И поэтому во время толчка есть такое движение, когда нога выносится не вперед, а немножко в сторону. И у тебя выравнивается таким образом стойка. Получается вот так. Вот сюда выносишь. Вот оно движение. Первое, второе. Видишь, можно даже до фронтала дойти. Раз. Раз, раз. Раз, раз. Также это может быть и обманным движением, чтобы, например, догнать соперника. Вот я сейчас буду на тебя давить, ты будешь сейчас уходить по-любому. Раз, видишь? Раз. А теперь смотри, что я делаю. Два. И получается раз, раз, два. Видишь, как быстро элемент. Еще разок. Раз, раз, два. Видишь? И я выношу ногу. Выношу ее не вот сюда, не так, а в сторону. Как раз по траектории движения руки. Видишь? Рука и нога, рука находится под ногой. Зачем это делается? Затем, что в момент прикосновения ноги с полом я могу надавить на нее. То есть, если я могу надавить, это момент акцента, то есть напряжение. И раз, движение очень сильное получается. Раз. Раз. Видишь? Раз. Вынос какой мощный. Здесь даже может получиться так, что у тебя бедро занесется. Нога может немножко развернуться. Единственный момент, если вот такая вот модель происходит, то потом следующее движение трудно сделать. То есть тебе придется из вот этого выходить специальным образом. Поэтому как бы сильно ее вот так прям на нее не заворачивай, не падай. Потому что потом следующие движения, например, защитные действия какие-то, или вот начнется там атака или контратака соперника, будет очень сложно с вывернутой ногой это делать. Раз, чуть-чуть можно вынести. И то ты выносишь бедро на линию удара. То есть движение бедра и движение ноги. Раз, одноименное. Раз, два, догнал. Раз, два. Движение чем-то напоминает циркуль, но это не циркуль. Это одноименный удар. Да, циркуля можно тоже так же делать, но циркуль это уже когда более там сильно ты выносишь ногу. То есть это, как бы немножко чуть-чуть другая система. Здесь ты выносишь, максимум до фронтала. И если тут чуть-чуть только вот, как говорят, переход на другую стойку. Переход на другую стойку – это когда у тебя пятка равняется с носком. То есть вот так. Вот это уже другая стойка, уже стойка левши. Поэтому если у тебя как бы вынесло сюда, не страшно, но это не циркуль. Чтобы как бы, разницу ты поймал. Итак, раз, раз, раз,
Раз, раз, раз, не раз. Раз в сторону, раз в сторону, раз в сторону. В бою это работает очень хорошо. Итак, приготовься. Левый, левый, правый. Левый, левый. Раз шаг. Во, молодец, молодец. Хорошо. Теперь вот давай акцентируем правый момент. Раз, раз. Момент вот этот, как нога касается. Два, два, два. И бедро. Два, два. Пожестче можешь ногу прям в пол втыкнуть? Во, только на пятку не дави. И раз, на носочек надави. На носочек. Во. Еще жестче. Жестче. Выносишь жестче. Напрягай мышцы. Раз. Раз. Вот таким образом ты будешь догонять. Итак, на меня левый, левый, правый. Дотянись, дотянись. Видишь, не дошагнул чуть-чуть. Потому что вот система правой, да, вот она где. Видишь, она даже может вот левый, левый и обогнал ты. Левым обогнал. То есть суть в чем? Соперника догнать. Вот этим приемом очень серьезно пользовался Александр Лебзяк. То есть он столько народу этим приемом просто напрочь свалил. Ну или обескуражил. Раз работает, сюда зашел. Работает, вот нога, видишь, вот она, вот уже поравнялась. Раз зашел. Но здесь уже как бы чуть-чуть элемент такой, спорный, больше на циркуль похож. Но все равно это одноименный удар. На одноименном шаге. Система работает одинаково. То же самое я могу сделать, если я, например, в стойке левши нахожусь. То же самое и здесь я вынести могу с рукой. Также я ее выношу не вперед, а чуть-чуть в сторону. Чтобы вот эту вот стабильность и ощущение, как это сказать, жесткости было. И чуть-чуть на сторону. Раз, раз, ничего сложного. Готов? Одевай перчатки. Итак, Леш, смотри, твоя задача. Пока делаешь на коротке, на полусогнутой руке. Вот таким же образом ты догоняешь. Раз, раз, два. 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 Видишь, нога остановилась, рука втыкнулась. Все. Пробуешь. Пока на коротке. Хорошо. Молодец. Вот теперь посильней. Так, теперь смотри, ладошку в пол на уровень плеча выводишь удар. Чтобы у тебя не получалось как бы вниз. Так тоже можно. Чтобы у тебя уже получилось на голову. И пожестче, уже посмелее. Потому что движение делаешь почти правильно. О, молодец, навались на ударчик. Левой навались. Левой мощней. Во, видишь, как выносит хорошо. Догоняешь. Вот теперь смотри, видишь, как у тебя сильно отстает нога. Да, то есть у тебя получается вот такой момент. Видишь, рука быстрее доходит до мешка. Вот здесь важно, вот еще раз говорю, то есть это момент очень такой серьезный, потому что нога и рука, они между собой связаны. То есть настолько серьезно, что вот чуть-чуть вот малейшее отступление будет, теряешь силу, теряешь мощь, теряешь скорость. Вот оно движение. Рука и нога вместе идут. Если нога встречается с полом, то рука встречается с мешком. Вот она где сила. Вот она. Вот она. Вот она. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ты выносишь массой, наносишь удар. Поэтому вот этот одноименный удар, который многие боксеры,
типа беспонтовый удар. На самом деле это очень серьезный удар. Очень серьезная вещь. Его просто надо поставить. Чем качественнее ты его отработаешь, тем лучше будешь действовать в бою. Более уверенно будешь, более нагло действовать. Подработал, догнал. Потому что просто вот так вот за соперником, ну ты не успеешь. Ну и точнее, все вот эти вот предсказуемые движения. Поэтому такое обилие разнообразия передвижений, чтобы сделать тебя непредсказуемым. А непредсказуемое это все в ногах. Раз, раз. Поймал. Пошел. Еще раз. Чуть-чуть помедленнее, давай. Молодец. Вот сейчас медленно, правильно. Если медленно уже пошло, можно усиливать. Наваливайся на правую. Вот, отлично. Хорошо. Супер. Молодец. Запомнил? Вот теперь смотри. Есть такая система разноименная. То есть говорят, вот елочка, елочка, когда вот ты догоняешь уже соперника. Вот как она работает? Как ее поставить на мешке? Фиксируешь одну ногу. Все движения у тебя получается, если у одноименной системы левый – левая, правый – правая, то здесь получается левый – левая нога, правая рука. Если ты зафиксировал левую ногу, то удар левой рукой, передней стоящей рукой, будет всегда на правую ногу в небольшом шаге. Вот она система, как работает. Вот она. Это одна из самых мощных, наверное, ударных передвижений. Потому что если ты разгадаешь секрет вот этих вот ударов, то тебе проще будет на ногах догонять соперника. Потому что если вдруг что-то, как говорят, обидишься, то уже спасение от этого передвижения, если оно быстро выполняется, практически нет. Там надо очень быстро соображать. То есть распознавать одно движение, второе движение, чтобы уже маневрировать очень ловко. Для этого нужна дистанция и правильное понимание тайминга. Итак, одну ножку левую фиксируешь. Левая у тебя начинает бить с шагом правой ноги. Такой он как бы шаг, не шаг, полушаг. Потихонечку. И раскатываешь. Видишь, как сложно, да? А вот как силу покажи, стоп. Вот попробуй сильно ударить. Стоп. Вот смотри, сильно не получается? Не получается? Не получается. А это самые сильные удары в боксе. Сильнее этих ударов, просто нету. Потому что даже с точки зрения вот этой энергии, которую ты закладываешь, мощь. Внимательно посмотри, как это делается. Во-первых, у тебя нету практически переноса веса тела. Без переноса веса тела, это просто не удар будет. Теперь смотри, вот видишь, я навалился на ногу. Я сместился от центра. Вот отсюда я начинаю опять уходить. Вот она, где энергия для твоего удара. Вот она. Видишь, навалился. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это не просто, но это просто. Еще раз навались. Нет, ты сильно в сторону уходишь. Движение просто. Вот. И порезче. Сейчас тебе можно фиксироваться, но реально в бою фиксироваться нельзя. Поэтому привыкать к фиксации, лучше не привыкать. Итак, фиксируешь. Вот, молодец. Вот сейчас ты навалился. Хорошо. Перекидывай массу тела. Не спеши. Ломаешь движение. У тебя тело начинает ломаться. Ломается вот в этой части. Вроде простое, да, движение? Оно непростое. Еще раз, ко всему надо привыкнуть. Движение непростое.
Медленно, спокойно делай. Бедро у тебя, видишь, вот ты спину заваливаешь. Сзади меня встань, сзади. Чтобы не заваливалось у тебя. Вот здесь, видишь, ты сломался. У тебя все идет в удар. Видишь? 2. Раз, 2. Раз, 2. Раз, 2. Попробуй бедро крутануть пожестче. Во. Тут еще, видишь, направление удара твоего играет большую роль. Попробуй ударом сбоку. Для удара сбоку другая дистанция. Вот. Вот, видишь? Вот. Ногу под себя можешь поставить. Движение. Вот. Смекнешь? Вот, видишь, сразу пошло. Правую ногу сильно далеко не удаляй. Тебе надо сохранить систему. Чтобы сохранить систему, тут правильно надо выставить именно сам шаг. Стоп. Вот сам шаг играет большую роль. Потому что если будешь растягивать шаг, у тебя и удар растянется. Поэтому не надо сильно глубоко делать. Можешь вот сначала, как на коротке его поделать. Раз, 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 раз. Потихонечку, помаленечку. Со временем оно набьется. Это надо делать, регулярно. То есть вот удары постепенно от одиночных ударов, вот ты понимаешь, как они бьются, начинаешь формировать уже серии ударов. Комбинации. То есть что такое комбинация? Это когда у тебя может быть несколько даже серий в одной серии. Когда у тебя могут быть защитные действия или финт какой-то, и сразу переход на серию. А там раз, опять какой-то финт и опять какая-то серия. Вот чтобы вот эту вот комбинацию уже уплотнить, собрать, сначала надо отточить ноги и руки, связать, чтобы все твои движения уже были буквально точные. Красивые и, самое главное, эффективные. Вот в боксе, да, вот есть два слова, которые вот я от тренера своего знаю. Это эффектный и эффективный. То есть то, когда ты очень эффективно ударишь, соперник должен очень эффектно упасть. Понял? Итак, мы будем продолжать развивать тему передвижения, как передвижение влияет на удар. Смотрите, учитесь вместе с нами, растите. Всем бокса. До новых встреч!